этом прекрасном изображении XVI века мы видим сложную схему структуры мироздания. Сверху в треугольнике начерчен тетраграмматон, непроизносимое имя Бога, записываемое 4 буквами иврита. Ниже обозначены 8 кругов. В них на древнееврейском перечисляются 10 заповедей, имена ангелов, слова иудейской молитвы, все буквы алфавита, названия 10 сферот и божественные имена. Кажется, что эта иллюстрация дошла к нам прямиком из средневекового еврейского текста, посвященного мистике, кабале или богословию. Однако это изображение было создано для текста, написанного на латыни, да его автор вовсе не был евреем. Сегодня поговорим о том, как иудейская кабала проникла в мистическую традицию христианской Европы и пустила там глубокие корни. Началось все с небольшого, но влиятельного кружка интеллектуалов, возникшего в ренессансной Италии. Богатый флорентийский политик Козимо Медичи Старый в конце 15 века заинтересовался древнегреческой философией и решил воссоздать Платоновскую академию. Интерес к Платону, которого в средневековой Европе почти не знали из-за нехватки переводов его диалогов, возник в первую очередь из-за популяризации неоплатонизма, который виделся ренессансным философом более древним вариантом христианства. Античный неоплатонизм, набор учений мудрецов, развивавших философию Платона, позиционировал трехступенчатую устроенность бытия. Из Бога происходил божественный разум, своего рода мир идей самих по себе, который, в свою очередь, порождал мировую душу, что-то вроде платоновского мира идей. Все это, в свою очередь, создавало и материальный мир, предметы, в котором были сделаны на основе идей, концепций и разума самого Бога. Итальянцы во Флоренции, похожим на учение Платона, видели и герметические сочинения, которые возникли в позднеантичном Египте. В герметизме с умом Бога можно было взаимодействовать напрямую, и он был якобы способен дать человеку знания, иначе недоступные. Византийский ученый Георгий Гемист Плефон, приехав в конце XIV века в Италию, популяризовал учение Платона, ранее не особенно известное на латыни, а также продвигал свое собственное видение единой религии, которая преломлялась в различных формах с теми или иными искажениями на протяжении всей человеческой истории, включая иудаизм и христианство. Только Платон, по мнению Плефона, понял эту религию правильно. Продолжателем этого философского вектора стал Марсилио Фичино, глава мистического кружка, сформировавшегося во Флоренции благодаря меценатству семьи Медичи. Медичи заказал Фичино переводы герметического корпуса и диалогов Платона. Но в то время считалось, что неоплатоники и герметисты жили задолго до Христа. Поэтому их мудрость стала восприниматься как предтеча христианства. И возникло мнение, что чем древнее трактат, тем он ценнее и ближе к истинной мудрости. Фичино создал свое собственное учение, называемое натуральной магией. Соответственно его теории, магия тоже была одной из предтеч христианства, а значит, ее не нужно было никак легитимизировать внутри христианской веры, ведь у них были общие корни и основания. Фичино предлагал использовать астрологические талисманы и натуральную магию, в противоположность ненатуральной магии вызова демонов. Заключалась она в том, чтобы использовать или избегать растений, трав, животных, минералов, металлов и даже людей, ассоциировавшихся с определенными планетами в зависимости от собственного астрологического прогноза и конкретной ситуации. Например, себя он считал человеком Сатурна, меланхоликом, и старался проводить время среди предметов и явлений, астрологически связанных с жизнерадостными планетами, то есть Солнцем, Юпитером и Венерой. Это были золото, зеленые луга, розы и приятные благовония. Хотя Фичино не знал древнееврейский язык, он предпринимал попытки включить в свою схему еврейскую мистическую традицию, прежде всего связанную с кабалой. Дело Фичино продолжил его ученик Джованни Пико делла Мирандола, который выучил древний иврит и стал первооткрывателем кабалы для всей западной культуры и первопроходцем так называемой христианской кабалы, причудливой смеси еврейской мудрости с догматами католицизма. С его точки зрения, любая магия была бессильна без кабалы. Например, произнесение тайных имен Бога и расшифровок численных соответствий слов. Что сильно отличало христианскую кабалу от оригинальной, роль Христа считалась самой важной в структуре мироздания, и даже тайное имя Бога, тетраграмматон, исправили. В 4-буквенное имя Бога вставили букву «шин», так, чтобы получилось имя Ехошуа. Так еврейская религиозная мысль сильно повлияла на мистику Ренессанса, а каббала стала
объектом интереса европейских оккультистов. После Мирандовой каббалистические тексты стали активно переводить на латынь, и все больше образованных людей опирались на них в своих поисках. Немецкий врач, философ и мистик XVI века Генрих Кунрад взял из христианской каббалы учение о множественности имен Бога, схемы расположения ангелов на небесах, идею сферот и многое другое. Очарованный христианской каббалой, он создал ряд изображений, которые в сложных схемах совмещали имена ангелов со сферотами, алхимическими, медицинскими и астрологическими понятиями. В своем трактате «Амфитеатр вечной мудрости» он приводит множество схем, основанных на еврейском мистицизме, и одну из них мы показали в начале. Что делает ее явлением именно христианской каббалы? В центре, над воскресающим из пепла фениксом, расположена фигура Христа, непреложной истины, которую должен обрести адепт. Кунрад считал, что подлинный каббалистический философский камень – это руах элохим, Дух Божий, летавший над бескрайними водами на заре времен. Параллельно слово «каббала» в Европе все чаще используется как синоним магии и алхимии, обозначая любое тайное знание, уже не обязательно связанное с еврейской мудростью. Оттого не все мистики обстоятельно изучали иврит, даже используя его. Да и сам этот язык в новое время становится для европейцев не средством общения, но чем-то вроде загадочной шифровки. Иврит, на котором, согласно трактовкам Библии, говорил сам Бог, неизбежно использовался как что-то в крайней степени сакральное, но от этого и непонятное, а следовательно, сугубо декоративное. На тысячах изображений религиозных сцен в европейских церквях мы находим буквы, напоминающие еврейское письмо. Но это лишь подражание ивриту. Такие же примеры есть и в оккультных трактатах. В немецком произведении XVIII века древнейшее алхимическое делание, приписываемым рабби Аврааму Илиазару, встречаются слова на искаженном иврите, написанном слева направо. На изображении слева сам автор в одеждах раввина стоит на алхимической печи, а в руках держит колбу с уроборосом и 3 цветами. Над ним написана «Книга света», а надпись внизу переводится как «Тора». Это отсылки к одноименному каббалистическому трактату и священному писанию иудеев. На рисунке справа двухчастный уроборос помечен 2 словами «воздух» и «земля». Они соотносятся с идеей оппозиции летучего и устойчивого, которую воплощает кусающий сам себя змей. Внутри алхимической колбы эти 2 принципа должны были перемешаться, что приводило по замыслу златоделов к созданию философского камня. На заглавной иллюстрации трактата конца XVIII века «Святейшая Трина София», автором которого считался граф Сен-Жермен, мы находим библейскую цитату на настоящем иврите: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Она соседствует с другими экзотизирующими восточными элементами: соколом Гора, полуразутым масоном, проходящим инициацию у алтаря, и именем Господа на арабском. На других иллюстрациях в трактате мы снова встречаем надписи на искаженном иврите. По сюжету главный герой вспоминает о том, как проходила его масонская инициация. Он зашел в гигантскую залу, увидел странную картину, на которой полуобнаженная женщина, воплощающая богиню Исиду, посвящает жезлом головы неофита. Разложенные на столе предметы символизируют 4 стихии, отсылают к мастям Таро. Луна и Солнце на ножке отмечают алхимические первопринципы, сульфур и меркурий, а цветные прямоугольники намекают на алхимические стадии. Сцена инициации увенчивается еврейским словом «левиафан» и загадочной, но бессмысленной шифровкой. На следующем рисунке птица, которую герой встречает во время своих невероятных приключений, явно раскрашена в цвета алхимических стадий. Она парит над горящим алтарем, обозначающим алхимическую печь, с веточкой акации в клюве, символом вечной жизни, которую получит истинный адепт. А венчает таинственный сюжет надпись на иврите: «Маг, целитель, священник». Эта надпись, как и прошлое, не имеет почти никакой связи с сюжетом. По всей видимости, она просто была скопирована незнающим иврита автором из какого-то заголовка. А вот на одной из последних в трактате надписей на иврите мы видим слово «гниение», которое отмечает стадию нигреда. И это уже вполне осмысленно. В европейской алхимии нигреда часто обозначали с помощью символов гниения: червей, смерти, черных животных, ворон, например, а также тьмы.
В самом конце тринософии есть круглая алхимико-каббалистическая схема, похожая на ту, что мы видели в амфитеатре Вечной Мудрости Генриха Кунрата. На ней алхимические субстанции, белый свинец и сера, сопоставляются с именем Бога на иврите в космологической структуре мироздания. Как мы видим, если для одних европейских мистиков нового времени иврит был набором таинственных символов, то другие действительно читали оригинальные каббалистические сочинения и искренне пытались приспособить их положение в своих собственных духовных поисках. С вами был Сергей Зотов, программа «Бог в деталях». Смотрите наше следующее расследование через неделю и подписывайтесь на наш канал «Идеи без границ».